Привет всем, с вами Катерина и наша рубрика «Чего новости?». Новости Турции, туризма, а также турецких звезд. Я бы с горестью хотела вам сообщить о том, что этот выпуск крайний перед отпуском. Я беру отпуск в вещании не просто так. На это есть несколько причин. Первое. Конечно же, ситуация, которая сейчас происходит, очень сильно давит на всех людей, и в том числе на меня. Каждый эту ситуацию переживает по-своему. Я же очень близко эту ситуацию восприняла к сердцу. И если честно, вы знаете меня, я всегда пытаюсь вам дарить какое-то хорошее настроение и позитив, но сейчас, к сожалению, сама таким не обладаю. Но обещаю, что в этот выпуск я подарю вам, как обычно, хорошее настроение. Второе. Как вы знаете, YouTube ограничил показ контекстной рекламы на территории Российской Федерации. Что это значит? Все пользователи YouTube на территории Российской Федерации фактически получили YouTube премиум. Однако авторам сейчас приходится очень несладко. Для многих, и для меня в том числе, вы знаете, я никогда вас не просила ни спонсировать мой канал, ничего купить от меня. Это был единственный такой большой стимул заработать хоть какую-то небольшую, маленькую, но тем не менее денежку. Сейчас, к сожалению, нас этой возможности лишили. Сейчас мне придется найти какую-нибудь постоянную работу, которая будет у меня занимать все время. Именно поэтому я не смогу вам даже физически записать новости. Так как для того, чтобы мне собрать информацию, записать для вас видео, а также ее обработать и выложить в интернет, у меня в среднем уходит 3 дня. Ну и третье. Каждый день нас пугает тем, что YouTube хотят заблокировать на территории Российской Федерации. Есть вероятность того, что многие каналы будут удалены. Именно сейчас, записывая для вас этот ролик, к сожалению, я не имею понятия, сможете вы его посмотреть или нет. Конечно, я не оставляю ведение канала вообще. Я хочу сюда вернуться после того, как ситуация стабилизируется. Но я ценю каждого зрителя, кто был на протяжении всего этого времени со мной. Именно поэтому я создала телеграм-канал. Туда я буду выкладывать новости ваших любимых турецких звезд, а также новости Турции. Также у меня есть Инстаграм и ВКонтакте. Я уверена, мы с вами не потеряемся. И в скором времени мы снова с вами увидимся. А сейчас давайте продолжим. Сегодня нас ожидает очень интересный выпуск. История победы без оружия. Фурор отеля Пера Палас. Жених Демет Оздемир лег под нож. Новые проекты Кайванчи Татлыту. Из сериала «Нарядное чучело» ушел ведущий актер. Драка Ибрагима Челикола. Новый парень Ханде Эрчел. Керем Бурсин уезжает в Испанию. И Джана Ямана ждут в родной Турции. Обо всем об этом и не только в нашей любимой рубрике «Чего по звездам?». Погнали! Редкий вид горных козлов серна был замечен на видео в районе Тунджели. Серна входит в семейство горных козлов, которое является самым трудным для наблюдения в мире. Находится в Красной книге исчезающих животных. Ареал обитания Азия, Кавказ, Альпы. Тем удивительнее, как же они оказались в Турции. Серну очень любят в Европе, именно поэтому ее можно встретить на многих гербах муниципалитетов Европы. Один из городов Турции, Юсуфили, скоро уйдет под воду. Дело в том, что город был построен в русле реки Корух. После открытия самой большой плотины город погрузится под воду. Людей уже готовят к переселению. Правительством воздвигнут новый город. В нем есть мечеть, муниципалитет, больницы, школы и детские сады, а также все необходимое. Полное переселение города в новый будет произведен уже в течение 5 месяцев. Трогательная дружба рыбака Адема и аиста Ярен началась ровно 11 лет назад. Все началось с того, что дядя Адем, живущий в деревне Эски-Карач, недалеко от озера Улу-Абад, дал рыбу аисту, который сел в его лодку. Аист продолжал прилетать каждое утро, и дядя Адем продолжал его кормить. Эта дружба длилась 4 года. Позже фотограф-натуралист из Караджубея случайно узнал о таких отношениях и снял документальный фильм про их дружбу, который был показан во всем мире на кинофестивалях. Адем и Ярсен стали очень знамениты. В деревне Иски-Караач даже установили памятник в честь дружбы человека и аиста. В этом году, как и 11 лет подряд, Ярен снова прилетел к Адему. У нас в Турции снова выпал снег, и, как обычно, это стало огромным событием. Для многих праздником, а для кого-то настоящим ужасом.
Объясняю, Стамбул, как и многие города Черноморского региона, находится на горах. У нас некоторые районы в Стамбуле находятся на склоне 60-70 градусов. Может быть, кто-то из вас планирует переехать в Стамбул. Обратите внимание, чтобы ваш дом не был на склоне. Да, у нас снег всего лишь 2 раза в год. Но эти 2 раза вы можете оказаться в ситуации, когда вы попросту не сможете выйти из дома. Кататься на попе вниз, как говорится, намного легче, чем подниматься потом обратно. Маленькое счастье. У пары Кизибан и Озден Аташегёз, проживающей в Амаске, родился ребенок весом всего лишь 580 грамм на 28-й неделе беременности. Новорожденную Суде немедленно доставили в отделение интенсивной терапии. Во время пребывания в госпитале у Суде была операция кишечника, которая прошла успешно. Когда малышка стала весить 1 килограмм, она была выписана домой. Через 5 месяцев Суде привезли к хирургу, который делал ей операцию. Малышка к этому времени достигла вес 5 килограмм и была в хорошем настроении, как и хирург, который спасла ей жизнь. В Турции прошел необычный фестиваль Тюлюплю-Баклар – местные герои, которые противостояли вражеским солдатам в годы национальной борьбы. Район Балакасир был оккупирован греками 30 июня 1920 года и в то время находился под угрозой вторжения. У местных жителей не было сил ответить ни на военном уровне, так как у них абсолютно не было армии и оружия, ни на чиновническом уровне. Поэтому они применили не грубую, но тем не менее очень даже действенную силу. Умение думать раньше врага приносит победу. Без оружия мастера по коже и меху нашли спасение в своей работе. Чтобы сражаться с враждебными солдатами, они сделали зловещие костюмы с рогами, копытами и хвостами. Также они использовали уголь, натирая им все тело. Они пытались быть похожими на фантастическое пугающее существо. В ту эпоху уличного освещения как таковой не было. Существа внезапно появлялись из тьмы и идеально подходили для того, чтобы напугать греческих солдат и заставить их поверить в то, что этот регион был очень опасным и зловещим местом. Планы кожевников сработали. История рассказывает, что командир греческого гарнизона заставлял ночью разжигать фонари перед каждым домом, так как солдаты боялись ночи. С тех пор жители региона поддерживают историю, устраивая фестивали Тюлю-Баклар. Они также одевают костюмы, красят лица сажей и выходят на улицу. Запах и вкус Турции. Как вы думаете, что это? Для местных жителей, а также для многих туристов, это, конечно же, вот такой вот бублик с кунжутом под названием симит. Официальная история симита начинается в XIV веке. Первая историческая запись, в котором упоминается симит, это судебный реестр Üsküdar, датированный 1593 годом. Во время правления султана Сулеймана II в кухонной тетради обнаружили запись, что ко дворцу помимо булочек и хлеба необходимо изготовить по 30 рогаликов симитов. Однако многие утверждают, что симит куда древнее. Греческие историки говорят о том, что симит был известный еще до Иисуса и что он родом из Греции, где он называется кулури. Считается, что белая версия бублика попала в Османскую империю через Балканы. Впервые была изготовлена иммигрантом из Албании. Рогалик с кунжутом в истории был первым снеком, который брали в дорогу кочевники, отправляясь на восток от Стамбула. Одним из известных в истории фактов является тем, что османские султаны раздавали рогалики солдатам, которые стояли в очереди после инфата, в период Рамадана. В этом смысле симит настолько ценная еда, что в истории Турции он был подарком самого султана. Турки отдают симиту особое место. А еще есть специальные симитные. В Стамбуле самая популярная симитная – это Галата Симиджи. Адрес я оставлю в описании видео. В разных кафе вам могут предложить разную начинку, начиная от нутеллы и сыра и заканчивая невероятными комбинациями. Так что, если вы приехали в Турцию, не забудьте отведать этот удивительный ароматный рогалик с кунжутом. А что же у нас творится там, на нашем звездном небосклоне? Дорогие мои, я благодарю вас за каждый просмотр, лайк, а также комментарий. Для меня это, если честно, очень-очень ценно.
Те, кто пропустил начало, пожалуйста, вернитесь в начало и посмотрите, почему необходимо подписаться на телеграм-канал. Также я многих предупреждаю о том, что я видео не записывала 2 недели, и многие из вас могли многое что пропустить. Поэтому в этом выпуске я затрону и предыдущую неделю, если там происходило что-то важное. А для моих же новых зрителей я бы хотела напомнить о том, что в рубрике «Чего новости», а также «Чего по звездам» отображаются мнения турецких СМИ, а также турецких граждан, а не мое личное. Первый трейлер нового сериала с Фурканом Андычем уже вышел. Сериал «Черная доска», который играет Фуркан Андыч и Мирай Данер, предстанет перед зрителями уже 30 марта. Сериал «Неверный» был закончен. Однако Джансу Дере не стала долго тянуть с новым проектом. Стало известно, что она приняла предложение Disney Plus и подписала с ними контракт. До этого говорилось о том, что Disney Plus хотела соединить Джансу Дере, Берен Саад, а также Тубу Бюйкустюн. Пока не объявили, на какой же именно проект Джансу Дере подписала контракт. Но многие поклонники 3 актрис надеются на то, что скоро увидят такой интересный творческий тандем. Помню, вы меня спрашивали о том, когда же выйдет фильм «Ты продолжай жить». Netflix представил трейлер долгожданного фильма «Скан Урган Джоолу и Аслен Вер». Правда же, это название очень сильно отличается, и на английском языке фильм называется «In Good Hands», что означает «в хороших руках». Дата премьеры назначена на 21 марта. Сюжет заставит зрителей смеяться и плакать. Фильм расскажет историю поиска матерью-одиночкой нового отца для своего сына, который узнает, что ему осталось жить несколько месяцев. И Мелисса находит подходящего кандидата в лице Фирата, который играет Кан Урган Джоолу. Конечно же, тем временем рождается настоящая любовь. Свадьба Гёкче Бахадыр Эмир Эрсоя состоялась. Как и заявляла Гёкче ранее, она прошла в тесном кругу близких друзей и семьи. Невеста была прекрасна, а новобрачные светились счастьем. Желаю быть вам такими же счастливыми, как в этот день свадьбы, каждый день совместной жизни. Красавица Пынар Денис и Ураз Кайгылары Улу – 2 самых обсуждаемых актеров последнего периода. Выяснилось, что оба они встретятся в новом проекте. Сериал под названием «Звезда» для Disney+. Зрителям сериала «Правосудие» беспокоиться не стоит. Пынар не стоит перед выбором. Съемки сериала «Звезда» начнутся летом. К этому времени планируется, что сериал «Правосудие» должен выйти в финал. Недавно вышедший сериал «Отель Пера Палас» на Netflix покорил сердца зрителей не только в Турции, но и за рубежом, и вошел в топ-10 на Netflix. Хотя некоторые критиковали сериал, в особенности турецкие журналисты, американский новостной сайт Hollywood Insider отозвался о сериале «Отель Пера Палас» хвалебными словами. Этот сериал напоминает нам, какими экспериментальными и захватывающими мы можем быть, и как мы можем рассказать историю, чтобы наши зрители испытал весь спектр эмоций, используя смесь разных жанров. Для тех, кто ждет продолжения, 2-й сезон еще не снят. В программе «Сегодня вечером» с Ибрагимом Селимом один из главных героев, Селахатин Пашалы, который сыграл персонажа Халида, сказал, что 2-й сезон сериала очень скоро будет сниматься. Акына Акунузу высмеяли турецкие зрители сериала «Игры моей судьбы». Акын столкнулся с критикой из-за 12-й серии в сцене с пинком. Акын прошел эмоциональную сцену с Ойку Караэль. В этой сцене он одновременно и плакал, а по завершению ему было необходимо пнуть траву. И тут понеслось. Кто-то не поленился и сделал вот это видео, которое разлетелось по всему интернету. На нем Акын подобен персонажу манги Цубаса, который играет в футбол. Многие сочли игру Акына смешной, однако он повел себя очень благородно и никак не отреагировал на критику. Вскоре волна шуток прошла. Несмотря на низкие рейтинги сериала, телекомпания Star TV объявила, что они подписали контракт на 2-й сезон. Star TV также добавил, что «Игры моей судьбы» продан более чем в 10 стран. Лидерами по просмотрам стали страны Ближнего Востока и также Латинской Америки. В славном регионе Чанаккале, в древнем городе Асос, проходят съемки фильма «Скыванчтатлету» и «Фундаиит» под названием «Утонувший Ной». Режиссером проекта выступил Онур Сайлак. Кстати, бывший муж актрисы Тубе Бюйкустюн. Помнится, еще 3 месяца назад Кыванчтатлету заявлял о том, что он приостанавливает свою профессиональную деятельность, чтобы побольше быть со своей беременной любимой женой Башак Дезир.
Однако пара решила не приостанавливать свою профессиональную деятельность, и Башак сопровождает своего мужа во всех командировках. А также они путешествуют со своей собакой, которую совсем недавно взяли из приюта. Кванч набрал столько проектов, что уже можно запутаться. Сериал Стар ТВ под названием «Если король проиграет» с Кванчем Татлыту в главной роли пока не дает никакой официальной информации о том, что подписал контракт с тем или иным актером. Однако в качестве партнера Кванчу уже рассматривались такие актрисы, как Неслихан Атагюль, Серенай Сырыкая и Бушра Девели. Однако в последнее время активно обсуждается актриса Шейма Коркмаз, которая в последний раз снималась в «Основании Осман». На этом хорошие новости для поклонников актера Кванча Татлыту не заканчиваются. Кванч Татлыту и Берен Саат все-таки смогут сняться совместно в новом проекте. Как говорится, это будет фильм для компании Netflix. Название еще неизвестно. Однако съемки планируются в Нью-Йорке. Официальных заявлений компания пока еще не дала. Сериал с Чатаем Улусоем «Нарядное чучело», который все-таки обрел спонсоров и площадку вещания на Netflix, за это время пережил много изменений. Самым важным из них было то, что актриса Алина Босс покинула проект. Ее заменили Эсрой Белинч, которая в последнее время снималась в сериале «Земли беззакония». Также к сериалу присоединился актер Салих Бадамджи. Скорее всего, из-за того, что он уже сотрудничал с цифровой платформой Netflix. Такой звездный состав обойдется Netflix 2 миллиона турецких лир за одну серию. Кстати, те, кто подписан уже на мой телеграм-канал, могли увидеть видео журнала InStyle, для которого снялась актриса Туба Бюйкостюн. Интервью пока еще не выпустили, как только выйдет интервью, обязательно переведу, расскажу, неизвестно пока еще где, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Демет Оздемир отпраздновал свое 30-летие. Не знаю почему, но пресса буквально взъелась на Узхана Кёча. Его начали обвинять в странных вещах. Говорили о том, что Узхан Кёч сделал себе липосакцию и лег под нож специально для Демет, которая попросила его немножечко похудеть. Узхан, конечно же, опроверг такой слух. Но это как раз-таки показывает нам дух местного менталитета. Он пошел на поводу, сделав Демет Оздемир предложение. Значит, он подкаблучник, и на него можно давить. Если честно, мне очень сильно обидно за Узхана. Мне кажется, что он романтик и действительно любит Демет. Я надеюсь на то, что турецкая пресса оставит влюбленную пару в покое и будет говорить только о профессиональной деятельности двух талантливых людей. Сериал «Между миром и мной», который даже еще не успел сниматься, а уже наделал много шума. Производственная компания подтвердила 3 из 4 главных актеров. Ими стали Демет Оздемир, Кавсануш Саджак Тутан и Бура Гюльсой. Конечно, самую большую интригу создает 4-й актер. С ним можно сейчас особо не торопиться, так как по сценарию к сюжету он присоединится гораздо позже. В этом сериале будет рассказана история мужчины, оказавшейся между двумя женщинами. Завершили съемки сериала с Энгином Акюреком «Побег» для Disney+, в котором Энгин выступил не просто как актер, но и сценарист. В общем, сериал будет состоять из 8 серий. Его партнером стала прекрасная Ирем Хелваджиолу. Ожидается, что сериал «Побег» станет один из первых сериалов, который появится на турецкой платформе Disney+. Когда же мы сможем его посмотреть? Если рассуждать логически, то Disney+ говорили о том, что они запустятся в августе. Соответственно, сериал будет доступен для показа примерно в этот же период. Стал известен сюжет, а также название сериала, в котором снимется Неслихан Атагюль. Гедженин Уджуда, что переводится в конце ночи. В сериале Неслихан даст жизнь персонажу Маджиде, который откажется от всех удовольствий жизни ради своего ребенка. Кстати, одним из продюсеров фильма является компания Алим Япым. А кто является директором Алим Япым? Да, муж Неслихан Атагюль Кадир Доулу. Вот и посмотрим, есть ли у Кадира чуйка на хорошие проекты. Вы меня часто спрашиваете о актрисе Берже Акалай. Берже сказала, что они закончили съемки сериала для Netflix под названием «Кладбище» всего лишь неделю назад, и сейчас она отдыхает. Я читаю проекты, которые ко мне приходят. Я также продолжаю продвигать и работать над моим брендом ювелирных украшений. На съемочной площадке сериала «Однажды в Чекурово» произошла драка между двумя главными актерами – Ибрагимом Челиколом и Фурканом Палалты. Как говорят свидетели, драка началась с того, что Ибрагим постоянно опаздывал на съемки, и это привело к конфликту между двумя актерами, а после и к драке.
Также руководство сериала начало говорить о том, что есть вероятность, что сериал «Однажды в Чекюрово» скоро закроют на 140-й серии. А это значит, что всего лишь 13 серий остается для выхода в финал. Конечно же, если телеканал не попросит сделать продолжение. Ханде Эрчел, которая начала сотрудничество с брендом ювелирных украшений Атасай, в эти недели была в центре сплетен. Впрочем, как и всегда. Желтые СМИ утверждают, что между Ханде Эрчел и Атасаем Камером, владельцем компании Атасай, возникают романтические чувства. Кто-то даже говорил, что видели, как пара целуется. Однако всеми известный журналист Берсен Алтунташ опровергла данные слухи. Что же говорят друзья Ханде Эрчел? Что сейчас девушка хочет побыть одна и не рассматривает никаких отношений. Многие вспоминают о том, что Ханде отрицала точно так же отношения с Керемом Бурсином довольно-таки продолжительное время. И может быть сейчас происходит точно такая же ситуация. Что ж, если даже у Ханде появились новые отношения, за девушку можно только искренне порадоваться. Керем Бурсин не остался в стороне, и ему также приписывали роман со спортивным комментатором Элиф Гёк-Альп. Агентство Керема не стало долго ждать и опровергло данные слухи. Мы чувствуем необходимость сделать заявление о новостях, которые последнее время упоминались в прессе. Мы бы хотели, чтобы повестка дня не была занята такими новостями во время этого болезненного и неприятного времени, в котором сейчас находится весь наш мир, а также наша страна. В жизни нашего актера Керема никого нет. Мы продолжаем делать свою работу в напряженном темпе. Сейчас же Керем готов отправиться в Испанию для участия на 25-м кинофестивале в Малаге, который пройдет с 18 по 27 марта. Красавчик-актер сделал сюрприз для своей бывшей коллеги по телесериалу «Постучись в мою дверь» Неслихан Йылдан, которая играла роль матери Керема по сериалу. Она была гостьей программы «Женская работа», и Керем подключился к трансляции с видео. «Я вас очень люблю. Вы очень особенная и невероятная актриса. Я так по вам скучаю и по работе вместе с вами. Мы хорошо поработали, и я рад, что мы встретились. К счастью, у нас остались очень веселые и хорошие воспоминания. Я люблю вас. Надеюсь, что мы скоро увидимся». Новости Джана Ямана. Джана с нетерпением ждут на родине. Стало известно, что актер приедет в Турцию уже в апреле для съемок в проекте Disney+. Говорилось о том, что съемки должны были начаться ранее, но из-за того, что Джан сейчас снимается в сериале «Фиолетовый как море», съемки были перенесены на апрель. Заявлено, что съемки будут проходить 4 месяца. А также заявлено, что будут участвовать 2 актрисы. Одна турчанка, а другая иностранка. При этом иностранная актриса будет всемирно известной. Сейчас происходит набор актеров для сериала. Я надеюсь на то, что мы с вами встретимся уже скоро. А сейчас вы можете подписаться на меня в Телеграм, ВКонтакте, либо же в Инстаграме, для того, чтобы не терять связь. Я желаю всем нам удачи и мира. Это сейчас самое важное. И, конечно, хорошего вам дня.